Состояние, возникающее на фоне травмы головы, называется сотрясением мозга. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня наш выпуск будет посвящен теме сотрясения головного мозга и в первую очередь направлен на распознание этого состояния. В медицине сотрясение мозга относят к черепно-мозговым травмам, которая по тяжести состояния считается самой легкой. Согласно статистике, данной травме чаще подвержены молодые люди в возрасте от 15 до 27 лет. Причиной сотрясения могут быть как удары, так и резкие встряхивания, в результате которых происходит нарушение движения крови в головном мозге и, как следствие, изменение внутричерепного давления. Несмотря на то, что сотрясение головного мозга и относится к легким черепно-мозговым травмам, без должного лечения оно может вызвать достаточно серьезные осложнения. Как же его распознать? Симптомы травмы зависят от степени тяжести, из-за чего характерные признаки сотрясения могут проявиться не сразу. Первым и одним из главнейших симптомов является кратковременная потеря сознания, не дольше нескольких минут. Хотя в ряде случаев у пострадавших вместо потери сознания возникает лишь оглушение. После возвращения сознания пострадавший может испытывать головокружение, боли в голове, слабость, шум в ушах, боль при движении глазами, временное косоглазие, повышенную потливость, резкий прилив крови к лицу, чувство общего дискомфорта, кратковременное расстройство памяти, невозможность чтения мелкого шрифта, нарушение сна. Глаза, а именно зрачки, являются органами, которые в первую очередь могут помочь определить наличие сотрясения. Может наблюдаться отличие в размере зрачков глаз, самопроизвольное движение зрачков, снижение реакции зрачков на свет. А признаки сотрясения мозга являются наиболее явными и заметными только в первые дни после травмы головы и пропадают у взрослых в среднем через неделю, а у детей еще раньше, через 2-3 дня. Так как сотрясение мозга, как правило, возникает в результате механической травмы, необходимо быстрое оказание первой помощи. Если пострадавший потерял сознание и не приходит в себя в течение 2 минут, не пытайтесь самостоятельно приводить в сознание и переносить его, чтобы исключить повреждающие позвоночник движения. И незамедлительно вызывайте скорую помощь. В ожидании приезда врачей, дабы обеспечить свободное прохождение воздуха в легкие и вытекание жидкости изо рта, необходимо придать пострадавшему спасительную позу. Для этого медленно, очень бережно переверните его на правый бок, немного запрокинув голову. Лицо поверните к земле, согнув при этом левую руку и ногу под прямым углом в локтевом и коленном суставах. В случае остановки дыхания следует приступить к осуществлению сердечно-легочной реанимации, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А пришедшего в себя или совсем не терявшего сознание необходимо положить на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы его голова была приподнята, расстегнув воротник и убрав любые аксессуары, стесняющие дыхание. Помните, лечение последствий травмы должен проводить только врач. Обращение к доктору является обязательным, так как симптомы сотрясения головного мозга бывают схожи с более серьезными травмами головы. При наличии показаний в стационаре больной будет находиться не более недели, а в основном с целью наблюдения, где ему проведут профилактическое и симптоматическое лечение. При легких случаях сотрясения возможно лечение и в домашних условиях. В этот период предписывается полный покой и постельный режим. Противопоказаны любые нервные и физические нагрузки. Назначаются лекарственные средства обезболивающего, а также успокаивающего действия. Пища в этот период должна быть здоровой, богатая витаминами и полезными веществами. Рекомендуется употребление в большом объеме жидкостей. Если нет сопутствующих осложнений, то в 97% всех случаев сотрясение головного мозга заканчивается полным выздоровлением, без последствий для организма. Будьте бдительны и берегите себя. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!